Привет! Те, кто смотрит меня уже какое-то время, знают, что как-то у меня не сложились отношения с компанией Визер. У одних наушников был какой-то посторонний писк, у других бас хрипел. И хоть внутри остался какой-то неприятный осадок, я все же решил дать шанс и купил еще одни наушники от компании Визер. Визер T2. Но вообще тут написано E3. Надеюсь, хоть сегодня они меня не разочаруют. Присаживайтесь поудобнее, давайте проверять. Визер T2 поставляется в белой массивной коробке из плотного картона, на которой к тому же написано E3. Наверное, это второе название этих ушей. Спереди золотой краской нанесена надпись O-Air, сзади кратко перечислены технические характеристики. Открыв крышку, я увидел что-то. Видимо, это кейс. К нему мы еще вернемся. Под ним в отдельной коробочке лежит провод для зарядки micro-USB, пакетик со сменными амбушюрами и различные буклеты. Амбушюры мне понравились. Они сделаны из эластичного материала. Всего в комплекте 4 насадки и одни установлены сразу на наушниках. Причем из коробки стояли амбушюры самые маленькие. Такие мне не подошли. Зато вторые по величине сели отлично. Кейс очень нестандартный. У меня недавно на обзоре были Mifo O4, у которых кейс тоже был на ощупь как камень. Вот здесь такая же история. Только у Визер T2 крышка на ощупь что-то среднее между шершавым камнем и персиком. Нижняя же часть выполнена из полуглянцевого пластика. А внешний кейс сделан в форме яйца. Ну и на самом деле в кармане его из-за этого носить не очень удобно, он выпирает. Но внимание точно приковывает. Спереди на кейсе размещены 4 индикатора заряда. Это удобно. Сзади порт для зарядки. Крышка магнитная, в открытом состоянии фиксируется и не падает обратно. И не люфтит, что тоже приятно. А еще она умная. Открываешь крышку, наушники сразу коннектятся к телефону. Даже доставать из кейса не надо. На самом деле такая штука реализована в очень малом количестве наушников. Сами наушники сделаны из такого же шершавого материала спереди и обычного пластика на внутренней части. На внешней части каждого наушника расположились индикаторы работы, совмещенные с микрофоном, и механическая кнопка. С обратной стороны контакты для зарядки и обозначение левого и правого наушника. Наушники средние по размеру, чуть больше, чем у AirDots, но на маленькое ухо могут оказаться большими. Звуковод искривлен по анатомии тела, поэтому в ушах наушники сидят удобно, не выпирают и не вываливаются. В Визер T2 заявлена влагозащита IPX7, то есть допускается временное погружение на глубину до 1 метра. Ну, погружать в воду я их не советую, но дождя можно точно не бояться. Производитель не рассказывает, какой стоит аккумулятор в наушниках, но утверждает, что в режиме воспроизведения их хватит на 4-5 часов. И не обманывает. На максимальной громкости Визер T2 проработали 3 часа 50 минут. Это нормальный конкурентный показатель. В кейсе еще стоит аккумулятор на 380 мАч, на 3-4 зарядки наушников хватит. Управление происходит с помощью механической кнопки. Из функционала есть все, кроме управления громкостью. Короткое нажатие на любом наушнике – плей-пауза. Двойное на левом – предыдущий трек, двойное на правом – следующий трек. Тройное – голосовой помощник. При всей моей нелюбви к механическим кнопкам здесь я не могу сказать про них ничего плохого. Нажимаются довольно мягко и в ухо практически не отдают. Микрофоны. Проверяем работу микрофона Визер T2. В тихом пространстве незаведенная машина. Громко, можно сказать даже отчетливо и немного приглушенно. Вот такие 3 слова мне приходят на ум. Но нормально. Проверяем работу микрофона Визер T2 в машине. Кондиционер включен на 3 деления из 4, музыка на фоне на 9. Да, слышно теперь окружающее. Слышно, но не сказал бы, что прям как-то ужасно. Ну и не идеально, ну так. Проверяем работу микрофона Визер T2 на улице. Ветра практически нет, мимо едут машины. Но вот на улице мне разговаривать по ним уже не очень нравится. Ну, среднестатистические микрофоны. В тихом пространстве в машине еще более-менее, на улице уже разговаривать сложно. Задержка звука в YouTube, конечно же, есть. С этим просто надо смириться. Где-то она больше, где-то меньше, но есть везде. В играх тоже присутствует, ну и в шутере лучше играть на самом деле без наушников, чем с ними. Разница слишком большая. По стабильности соединения. Вот на улице я куда только не убирал телефон. И в задний карман, и в рюкзак, вот не было прерываний. Но это в связке с S10, по крайней мере. В метро пару раз рассинхрон случался на полсекунды, но это нормальная ситуация.
А дома уши стабильно бьют через 3 стены, почти не прерываясь. Реально крепко связь держит. Так, ну что, а теперь качество звучания. В Vizer T2 установлены 6-мм динамические излучатели, и при подключении к телефону автоматически подцепляется кодек AAC. Запас по громкости. Вот тут немного разная ситуация. На моем S10 запас нормальный, я их слушаю как обычно на 60% громкости. А вот послушал их на Realme XT, там почему-то они звучат тише. Для меня нормальный уровень уже где-то 80-85%. Что по звуку? А все вообще-то очень круто. Начну с верхов, они тут на удивление не зажаты и звучат неплохо. Середина плотная, может немного глуховатая, но в целом хорошая. Низкие частоты тут мощные, не сказал бы, что глубокий бас сильно как-то проработан, но он текстурный и очень приятный. Вот есть такая штука, как первое впечатление. То есть вставляешь наушники в уши, первая песня, и ты сразу понимаешь, зашли тебе уши или нет. И уже только потом ты начинаешь разбирать все по полочкам и нюансам. Вот здесь первое впечатление как раз такое. Зашли. Амбушюры только важно правильно подобрать, иначе звучание может разниться. И вы знаете, сейчас скажу странную штуку, но Vizer T2 зашли мне больше, чем Vizer B6. Хотя в тех визорах было что-то не так с басами, но в любом случае продавец так и не признал, что это какой-то брак. От Vizer T2 двоякие впечатления. С одной стороны, на мой взгляд, не самый удачный кейс. Такой футуристичный вид, ну, кому-то это может и понравиться. А с другой, очень приличное звучание за свои-то деньги. А я их купил, по-моему, за $35. И вроде именно столько они сейчас и стоят. Так что, если вам такой дизайн нравится и ничего не отталкивает, то их вполне можно рассматривать к покупке. Если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал. И пиши в комментарии, как тебе Vizer T2. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока!